Привет, катаны! Если вы играете в мобильные игры и в особенности любите жанр RPG, то наверняка заметили, что Play Market и в чуть меньшей степени App Store по большей части могут предложить вам только армию клонов известных игр с никакой механикой и чудовищным донатом. Это я еще молчу про весь тот лютый трэш с выращиванием карманных вайфу, с возможностью их тыкать и смотреть картинки. Господи, да я и сама в такое играю. Но сегодня я буду рассказывать не о них, а о шедеврах. Сразу предупреждаю, что большая часть из указанных игр платные, ведь за качество приходится платить, иногда дорого платить, и со слезами на глазах отдавать последнее, оставленные на доширак 30 рублей. И хоть я не поощряю пиратство, но для вашего удобства оставлю под видео ссылочку на форум ФОПДА, с помощью которого вы можете наслаждаться главными мобильными шедеврами бесплатно. То же самое и с бесплатными играми, ссылочку на которые вы можете найти в описании. А сейчас запасайтесь чайком, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Китайские фри-то-плей игры на смартфонах — всего лишь 5 слов в этом предложении, а сколько омерзения, господи. Мне вообще кажется, что китайские мобильные игры и качество — это вещи несовместимые, а в бесплатные поделки азиатского игропрома стоит играть только если Вэньсунь держит в заложниках вашего кота. Но всегда есть приятные исключения, и бесплатная стратегическая ролевая игра Man of Vampire — лучший тому пример. Мой кот в заложниках. Для начала можно отметить визуал, который не тянет на 10 из 10, но выглядит более-менее чем опрятно. Разве что на небольших смартфонах вам придется играть с биноклем, чтобы рассмотреть модели персонажей. Кроме того, у Man of Vampire есть одна уникальная фича. В этой партийной пошаговой игре каждый персонаж может стать по вашему желанию человеком или вампиром, что даст уникальные преимущества и меняет правила прокачки. Боевая система может и выглядеть элементарно, но благодаря огромнейшему количеству настроек и обилию на первый взгляд неочевидных механик забредает на поля серьезных тактических ролевок. Среди других особенностей можно отметить PvP. На удивление, ненавязчивый донат для бесплатных мобильных игр. Да, бывает и такое. Я все сделала, чертов Вэньсунь, отдай моего кота! Но если вам по душе динамические ролевые игры, то могу предложить в качестве бесплатной альтернативы Eternium, выполненную по всем лекалам Diablo клонов. Копировать, ставить, повторить, пока не получится игра. Суть игрового процесса проста. Обрушиваем на врагов всю силу наших пальцев. Затапываем их до смерти, поднимаем лут, прокачиваемся и повторяем до финальных титров. Обычный день сурка. Но Eternium по сравнению с конкурентами на мобильном рынке есть несколько важных преимуществ. В первую очередь озвучка и качественный саундтрек. Разработчики не желали носить на себе позорное клеймо еще одного слепленного на коленке диаблоида и подошли обстоятельно к разработке игры. Практически все фразы Eternium озвучены профессиональными актерами, а на фоне играет умиротворяющая музыка, которая иногда прерывается сочными звуками ударов меча о вражеские тушки. Замечательно ведь, особенно учитывая уродливых конкурентов, и весьма достойное визуальное исполнение игры. С геймплеем тоже все на отличном уровне, и даже несмотря на ограниченный выбор классов вора, мага и воина, стандартных для Diablo, наркотический игровой процесс точно станет причиной вашего недосыпа. Идеальная игра в маршрутке, пока возвращаетесь с родного завода. Нанотехнологиями сегодня никого не удивишь, но вот нано-версия последней финалки — это уже другое дело, и к чести Square Enix стоит отметить, что Final Fantasy XV Pocket Edition вышла просто эталонной мини-версией масштабной игры, ведь впервые за долгое время нам подсовывают не просто тошнотворную аркаду по мотивам, а комплексное, многочасовое приключение. Да, и такое бывает. Кавайная нано-версия Final Fantasy XV, несмотря на упрощение графической части, способна передать практически весь опыт оригинальной игры с консолей и ПК. На протяжении 14 глав нам придется пройти путь Ноктиса и его друзей, распутать очередной клубок политических интриг в мире Final Fantasy. Играется, кстати, веселее, чем звучит. Озвучка, боевая система и многочисленные механики были с любовью сохранены и по возможности переданы для мобильной платформы. Результат как минимум достойный похвалы. Вот только при желании ознакомиться с нано-версией Final Fantasy XV, готовьтесь выложить совсем не нано-деньги, так как за полный пак из 14 глав придется потратить не меньше 1000 рублей. Тут одним обедом не обойдешься, хоть Patreon сиськами заводи, чтобы в мобильные игры играть.
Продолжить и заодно завершить тему с диаблоидами мне хочется на мобильном порте культового Titan Quest. И пусть многим олдфагам мои слова покажутся очевидными, но если вы ищете способ забыть о существовании реального мира и найти полноценную замену Diablo на смартфоне, то ни в коем случае не проходите мимо Titan Quest. Разработчикам удалось перенести на мобильные платформы игру 2006 года без малейших изменений, включая великолепную графику, обилие лута, систему прокачки, где вам придется развивать два класса одновременно и возможность почувствовать себя маленьким Кратосом, устраивая геноцид существам египетской, греческой и азиатской мифологии. Среди недостатков можно отметить отсутствие дополнения Immortal Throne и мультиплеерного режима. Но в жанре Hack and Slash проекту практически нет равных. Поэтому, если вы еще засматриваетесь на другие клоны Diablo и обходили вниманием Titan Quest, хочется вспомнить нетленную фразу из GTA 4. Зачем жрать капусту, когда есть картошка? Надеюсь, теперь батька благословит мои видео на триллионы просмотров в Беларуси. Crashland — это еще один хит на смартфонах, который я хочу вам порекомендовать, и в особенности тем, кого уже просто воротит от типичных историй про спасение Земли. После завала подобных сюжетов просто хочется взять и сделать бунт, но спасибо богам мобильного геймдева за Crashland. Хочу уточнить, что я уважаю власть, а то мало ли, сделать и бунт в одном предложении, и на каторгу 12 меня могут привести. В этой платной игре история во многом типична. У нас есть герой Флюкс, который, как и полагается, неудачнику по жизни терпит крушение на неизвестной планете. Главная цель — собрать из барахла звездолет и умчаться поскорее на родную планету с Netflix и Pornhub, но при этом разработчики не строят из себя вторых биоваров и практически в каждом диалоге высмеивают сами себя, предлагая эдакую комедию в фантастическом сеттинге. По геймплею тоже все на высшем уровне. У нас есть винегрет из элементов выживача, простого экшена, строителя и крафта в стиле последних шедевров от Bethesda. Вроде все просто, но ненавязчивая подача сюжета, тонны юмора, креативные квесты и разнообразный геймплей вытаскивают игру в топ. На пятом месте нашего топа Evoland, или другими словами, первый интерактивный учебник по истории японских RPG. Я даже не побоюсь признаться, что игра во многом гениальна, просто только представьте, когда вы еще за 5 часов сможете пройти десяток самых разных игр, объединенных одним общим сюжетом. Да, после такого даже Кодзима должен поклониться разработчикам и пригласить их в Kojimbo Production и показать им свой Death Stranding. Ведь все фанфары в адрес Evoland заслужены. На протяжении игры мы пройдем путь японского ролевика от монохромного аналога Зельды прямиком из начала 80-х до двухмерных и трехмерных JRPG с сильным душком Final Fantasy. К тому же нет чувства, будто разработчики набрали разных элементов из игр различных эпох, перемешали все блюдо, сделали из него сладкий хлеб и принесли его на блюдце, как братишка из зеленого слоника. Нет, каждая эпоха, каждый новый элемент в игре логично перетекает из предыдущего, что создает чувство полноценной, пускай со странностями игры. Единственный недостаток – небольшая продолжительность, но для тех, кто готов подкинуть разрабам шекелей и углубиться в историю JRPG, всегда есть Evoland 2. The Bard's Tale была одной из первых крупных игр с ПК, портированных на смартфоны, и еще одна во многом уникальная RPG. При этом вовсе не из-за геймплея, он здесь на троечку. Другое дело, что это, наверное, первая ролевая игра, которая пришла в голову разрабам при пьяном угаре и желании по хардкору отстебать все каноны ролевого жанра. Начать можно с главного героя Барда. Ему плевать на спасение мира, да и на спасение очередной принцессы в очередном замке. Все, что его волнует, это заработать деньжат и завалиться на сеновал с однохромосомной любительницей Егора Крида. Конечно, стоит сделать поправку на средневековье, однако со временем оказывается, что у принцессы есть деньжата. Поэтому наш герой отправляется в приключения и попадает в непрекращающийся стендап от мира ролевых игр. А какие здесь песни и танцы? Вы только послушайте! Постоянно в туре поезда, аэропорты, мое решение, Тантум Верде Форте. Так, стоп, я что-то не ту нажала. А, да, вот оно. Ну, не красота ли? Хотя обидно, что Рикардо Милос так поздно словил свой звездный час, а ведь мог отлично вписаться в The Bard's Tale в качестве напарника главного героя.
А что, Miles Tale, думаю, порвет все чарты. А вот теперь нужно быть немного серьезней. Заядлые ролевики даже в честь следующих игр могут встать с кресла и отдать честь ветеранам ролевого жанра. Ведь на третьей позиции топа я разместила 4 игры: дилогию Baldur's Gate, Neverwinter Night и Planescape Torment. Все они были в лучшем виде портированы на мобильные платформы разработчиками из Beamdog. Press F, пацаны! Лишний раз говорить о значимости этих игр жанра RPG бесполезно, и даже если вы никогда не играли в них, и слово вроде Interplay, Тройка Гейм ничего вам не говорит, а при упоминании BioWare в голове сразу возникают картинки с ЛГБТ-флагами и диалогами с вариантами ответов «да, есть, конечно», то просто имейте в виду, что все указанные игры — это вершина ролевого жанра. Подобного простора для отыгрыша роли вы вряд ли когда-то вообще увидите в Android и iOS играх. Поэтому налетайте, кушать подано. Разве что отвечу, что все игры платные и имеют стандартные проблемы со шрифтами и маленькими иконками. Поэтому, если у вас не телефон в виде лопаты, на котором поместится пара блинов, то рекомендую играть на планшетах. На втором месте легендарный Knight of the Old Republic, или KOTOR, или просто памятник скатившимся биоварам, называйте как хотите, все варианты верны. И если вы вдруг не слышали об этом игре, отмечу, что KOTOR — лучшая игра по мотивам далекой-далекой галактики, по-прежнему одна из лучших ролевых игр в истории, и наглядный пример, что раньше было лучше, трава зеленее, да и у самих пивоваров было травы поменьше, и они предпочитали делать игры, а не гимны и Андромеды. В KOTOR есть абсолютно все, за что можно любить ролевой жанр: развлекательные диалоги, вариативная система прокачки, опьяняющая нелинейность, квесты с акцентом на социальное взаимодействие и сопартийцы, которые в случае чего могут послать игрока куда подальше. К тому же KOTOR была одной из первых масштабных консольных игр, поэтому игра имеет эффектную боевую систему и избежала графономании вместе с перенасыщенным интерфейсом, свойственным ролевкам 20 века. Учитывая все вышесказанное, KOTOR просто идеально подходит для мобильных платформ. Только вот, ладно, буду честна, в игре один недостаток по сравнению с последними не-ДРПГ BioWare. Здесь нельзя романсить все, что движется. Но мы ведь это простим, правда? Конечно, мне бы очень хотелось поместить куда-нибудь в топе недавний Test Blades, особенно после очередных рассказов Тодда Говарда о том, что нас ждут полноценные мобильные древние свитки. И я бы это с радостью сделала, если бы не одно «но». Blades оказались всего лишь еще одним позором беседки. Вот так новость. Да и потом, зачем нужно тратить время на него, если у нас есть полноценный Morrowind на смартфонах? Только вдумайтесь. Это же, черт побери, лучшая часть древних свитков на вашем смартфоне. Мне кажется, вообще, миллиарды лет эволюции и само существование человечества было лишь поводом, чтобы прийти к важнейшему этапу нашей истории – запустить Мору на смартфонах. Не это ли чудо и славное будущее, которое прогнозировали фантасты в 20 веке? И даже проблемы с управлением – это так, ерунда, и жертвы, на которые можно пойти. Порты, кстати говоря, неофициальные, для запуска Моры придется скачать АПК с сайта модеров, а затем в папку смартфона засунуть оригинальные файлы компьютерной версии ПК. А на этом все, закончим рассматривать ролевые игры на Android и iOS, поэтому, катаны, играйте только в лучшее, не забывайте поддерживать видео и не доверяйте Тодду Говарду, этот человек вас обманет, а вот Каджит – никогда. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео со мной. Ты слышишь звуки в голове? Ты чувствуешь себя мягким и тяжелым. Твоя рука тянется к карте. Ты хочешь купить Skyrim. Купить Skyrim для микроволновки прямо сейчас. Ты хочешь его купить. Купи Skyrim. Давай. Купи Skyrim прямо сейчас.